привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Скажи привет. Привет. Мы на остановке, ждем автобус. Сейчас едем снова учиться на курсы сербского языка. Потом у нас снова дела. Медицинскую картицу, здравственную картицу мы так и не получили в прошлый раз, потому что была большая очередь, мы не стали ждать. Вот. А сейчас мы едем опять после обучения. Потом нам нужно в ЕТЛ сотовую связь оплатить за следующий месяц. Вот, вроде бы все дела на сегодня. Так что смотрите нас, подписывайтесь на мой канал. Наконец-то едет наш автобус. У нас ходит здесь один номер. Ну, в принципе, они ходят очень часто, но бывают накладки. Иногда может прийти 2 автобуса подряд, а иногда не быть минут 10, например. Domaći, stranica 102, stranica. Znači, imali smo tekst da stavimo u prošlo vreme, treće lice. Neki to hoćete vi? Могу я. Так, можно только вопрос? Да. Здесь 3 пункта было, правильно? Да, что вы делали вчера, и поставить текст «Прошедшее время», женский род. А чего их 3 тогда? Я просто 2 текста сделал из этих и еще один свой. Ну окей, супер, отлично, можно так, да. Но это просто дополнительно. В общем, первый у меня в прошедшем просто, исходя из исходного. Окей, хорошо. Dan je bio lep, a bio sam ceo dan kod kuće. Sedeo sam u maloj sobi i učio. Morao sam mnogo da učim. Vesna je željela da idemo zajedno u grad, ali nisam imao vremena.
Bio sam slobodan, samo pola sata preručka. Popodne je trebalo da dođe moj drug, da učimo zajedno. Uveče sam imao predavanje u školi. Odlično, super. Галина, будете вы женское прочитать, третье лицо? Угу, давайте. Bio je lep, da? Ну, я написала, дан є біолет. Можно так. Може. Она є біла цeo дан кod kuće. Седела. Седела є і малій собі і учила. Odlično. Morala je mnogo da uči. Odlično. Vesna je želela da ide zajedno u grad, ali ona nije pola sata pre ručka. Пропустили jednu stročku, znači Vesna je želela da idemo zajedno u grad, ali ali ona nije imala vremena. Bila je slobodna. Да, пропустила, да. Да. Временно, да, потому что я сама тут написала. Написала неаккуратно, літу. Біла є слободна само пола сата pre ručka. Поподне. Я не дописала, но у меня все. Не, важно. Все, да, я потом же сюда написала. Поподне є требало да доđe ниjen друг да учи заедно. Odlično. Увече je imala predavanje u školi. Super, odlično. I sad možete da pročitate šta ste radili juče. Ko hoće prvi? Mogu ja. Može. Juče smo bili na času u školi Kraft. Posle toga smo otišli u poštu da primemo pismo, onda smo otišli u prodavnicu da kupimo hranu. Nakon toga smo se vratili kuće. Vreme je bilo toplo i odlično za februar. Odlično. To je to. Odlično, super. Галина, hoćete vi? Ja sam bila na času. Također ja sam slikala kod kuće. Juče sam kuvala ručak. Također juče sam šetala. Dobro, super, odlično. Dobro. Ok, sad da vidimo dalje. Na prethodnom času smo radili glagole u prošlom vremenu, znači ići, otići, doći, stići i poći. I ostalo je lokativna sastavca предложnih riječ. Znači prvo imamo, sada vrnem se na stranicu 101, znači da se vratimo na stranicu 101. I ovdje smo imali, znači, lokativ sa pridevima, предложnih riječ s priлагательnim. Možemo zaključiti. Это у нас новое, да? Да. У нас был раньше предложный падеж, значит, но без прилагательных. А теперь... Давай, значит, так. Ну, вот, кстати, такая ступень, помните, какой у нас для предложного падежа. Они, которые нам помогают понять смысл, то где. И еще другие вопросы предлагали. Значит, у, на, по и тут. И можно еще брать о. И как будет звучать сам вопрос? Kome, čemu, gde? Да. И Добре, ну прво муштил. И, например, сначала вспомним окончание для мужского рода, значит, для существительного. Например, если у нас стан, как будет у? Устану. Устану. Значит, у нас окончание у существительном. А, например, если у нас прилагательное, например, можем выбрать прилагательное велик. Значит, большой. Велик. Он
стану. Значит, у нас для прилагательного значение он. Тоже, значит, например, если у нас один jednom stanu, u jednom stanu. Ili, na primjer, uzet ćemo u jednom gradu. O dobrom čoveku. Dobrom čoveku. Znaš na ženski rod? Znači, ako imamo, na primjer, učionica, klas, kako se kažemo klase, u Učionici. Dobro, končanje i za priлагательно у нас будет значение женского ой. Например, у великой ученицы, в большом классе. Или, например, имamo kuća, dom. Znači, u domu, u kući. Dobro, i sad, например, u jednoj kući, u mojoj kući, u mojom domu, znači u mojoj kući. Dobro, onda imamo, na primjer, žena, o mojej ženi, znači o mojoj ženi. Dobro, i da vidimo sad srednji rod. Znači, srednji rod ima iste nastavke kao muški, znači u i on. Na primjer, v mori, kako mi skažemo, u moru, da. Na primjer, u toplom moru. Znači, u toplom moru. V dalekom selju, na primjer, u dalekom selju. Dobro. Ovo bila je jednina, to smo bili jedinstveno číslo, znači jednina. Nas možemo imati množeno. Множественное число у нас будет на странице 105. Такое красивое здание старинное. Наверху есть дата 1927 год. То есть через 1 год будет этому зданию 100 лет. Мы зашли в один торговый центр. В форуме находится магазин одежды, очень много распродажи, поэтому мы опять меряем, выбираем. Хочу вам показать один прикольчик с зеркалом. Я не знаю, это видно будет или нет. Вот здесь я так выгляжу, а здесь я значительно худее. В общем, одно и то же зеркало. Справа стоять толще, слева уже. Здесь мне, конечно, больше нравится. Прям, ну супер. Здесь меньше. Ну вот так вот. Прикол вот такой вот. Худит с одной стороны зеркало. Мы сходили в турецкий магазин. Элцевай Кики называется. В общем, классный. Там очень много скидок. Мы прикупили аж 2 джинсов. И что мы еще купили? Ой, и свитерок мы купили, я себе брюки купила. В общем, много-много. Еще хотим вот в этот зайти, сейчас посмотрим. В общем, там очень много скидок, качество хорошее. Это турецкая компания. Свитера, но они прям толстые-толстые такие. 1300. Везде вот ценники, все по акции. Курточки. Не вижу, сколько она. 300. Но она прям зима-зима очень теплая. 2500. Это жилетка тоже очень-очень теплая зимняя. 2500 тоже вот такая куртка. В общем, тоже огромный магазин.
очень много всего, очень много скидок. Но нам просто уже мы все купили. Мы все купили. В общем-то, долго мы здесь уже не будем. Все, мы уже устали. В турецком магазине мне все-таки понравилось больше. И цены там поинтереснее тоже были. Джинсы 3, а мы там купили сыну за 2300, самые дорогие. И одни вообще за 1200. Да, здесь подороже. И опять блестки. Ну, наверное, любят блестки. Там есть еще один отдел внизу. Ох уж эти скидки не дают спокойно уйти из магазина. Такой свитерок. Но он прям теплый-теплый. 2500. Но это без скидки, похоже, дорого. Да. В общем, мы в этом магазине еще нашли двое классных джинсов сыну. Мы их тоже берем. По 1300 динар всего лишь. Джинсы вообще классные. В общем, что хочу сказать. Мне понравилось покупать вещи в Сербии. Здесь очень бывают часто скидки. Можно купить очень дешево хорошие вещи. Это супер просто. В общем, мы сегодня сходили в торговый центр абсолютно случайно, хотели посмотреть. Но сейчас проходят акции, это мы заметили уже по торговому центру Дельта. И мы были сегодня в торговом центре Форум. Есть такой центр, который прям в центре города находится. Вот. Там есть магазины, я боюсь, чтобы не наврать, неправильно произнести. Вот прям покажу пакетик. Кстати, этот пакет нам дали вообще бесплатно. То есть к чеку не добавилось ничего, а он, видно, такого качества хорошего. То есть это не бумага, не целлофан, а вот я не знаю, как это называется. Вот. В общем, мы были вот в такой Нью-Йоркер, наверное. Не знаю, как правильно. И вот в таком магазине. Вот этот турецкая компания. ЛЦ Вайкики. Наверное, так правильно произносится. Не знаю тоже. Вот сначала мы в него сходили. Купили там джинсы. Сейчас я даже покажу. Показываю все эти вещи не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы можно было, как сказать, сложить впечатление о том, что здесь и почем можно купить. Просто когда мы переезжали сюда, в Сербию, у меня было представление о том, что в Сербии все дороже. В общем, не буду голословной, покажу. Первое, мы зашли в турецкий магазин, вот этот вот ЛЦ Вайкики. Купили там джинсы вот эти. Они утепленные. Чуть-чуть. Я бы не сказала, что они прям такие теплые, но немножко они утепленные. Вот такие вот. Сейчас я. Вот. Они стоили они 1299, 1300 динар. Ну, на рубли, соответственно, это еще минус 200
60, да, по-моему, 260 рублей. То есть 1000 рублей 40, 1040 рублей. Стоили они раньше 3 300. Вот, потом одна акция была 1600 и потом 1200. Вот мы купили по этой 1299 цене. Они такие слегка утепленные, они не то чтобы прям там с каким-то начесом, ну такие слегка утепленные. Вот. Вторые мы купили вот такие, они подороже, они были без акции, стоили они, сейчас скажу, 2700. Но мы их взяли без акции, потому что сыну, во-первых, они понравились, во-вторых, он хотел именно такой цвет темно-синий. Вот, поэтому в этом турецком магазине мы купили двое вот таких джинс. И вот такой джемперочек. По качеству он очень хороший. Тут чувствуется, что состав хороший, он мягкий. Никакой там такого нет ощущения, что вот как синтетика какая-то. Такой вот джемперок. Стоил он 1000 динар. Ну, то есть на рубли это сколько там? 800 рублей получается. С учетом того, что качество очень хорошее, это тоже недорого. Вот еще двое джинс. Это мы уже купили во втором, вот этом New Yorker магазине. Тоже 1300 динар. Где ценник? Тоже по акции они были. Ну, наверное, здесь вот не особо. Ну, в принципе, видно. 1299. Вот тоже. Видно. 1299. Вот такие. И еще одни тоже 1299. Они стоят одинаково. Вот такие. Это такие более такая молодежная модель. Вот эти широкие, которые. Вот. Это моя покупка. Это я купила тоже в турецком магазине себе брючки за 750 динар. Или 790. 799. Ну, 800. 800 динар. Вот такие вот брючки. Приятного шоколадного цвета они. Они такие легенькие. В общем-то, у меня вещей много. Я особо там не стала ничего себе смотреть. Ну, брюки взяла. Вот, так что вот такие... еще же забыла еще одну покупку. Вот такую кофту мы купили. Она была тоже без акции. Это тоже в турецком магазине. Сейчас я попробую показать. На молнии. Она без акции. Конечно, не дешево, но мы хотели такую кофту сыну. Она стоит 3 с копейками, 3 с чем-то. Вот. В общем, качественная вещь, но без акции. Вот такие у нас сегодня получились покупки. И пакетик подарили нам. Вот такой вот, бесплатно. Еще мы купили яблочки сегодня по 130 динар. Мне не хотелось идти уже далеко, уже устали сегодня по этому шопингу находились. И не захотелось мне идти в магазин. И мы купили просто на остановке по 130 динар. А не по 99, как я беру в магазине. Надеюсь, что будут вкусные. Всем добрый вечер, мои дорогие зрители, подписчики. Напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы мой канал мог дальше развиваться. Я для вас могла снимать ролики интересные для вас. Для этого нужно не только меня смотреть, а еще быть подписанным. Сегодня я так коротенько поговорю с вами насчет шопинга в Сербии, то, что мы узнали. Я уже, в общем-то, немножко объяснила, но хочу сейчас более подробно остановиться. В общем, сегодня мы были в двух магазинах, вернее. Мы не случайно их выбрали, почитали отзывы сначала. И отзывы о них были очень хорошие, то есть цена, качество. Нас Google отправил именно туда.
Это турецкий один магазин и второй магазин, ну вот, в общем, я опять забыла его название, я в своем ролике в этом уже о нем говорила, название его. Вот. Что хочу сказать. Когда мы готовились к переезду в Сербию, я знала только насчет цен здесь по продуктам, потому что мы сюда уже приезжали. Естественно, я покупала какие-то продукты, готовила. И я поняла, что а, практически одинаково стоят продукты. То есть, если учесть, что что-то дороже здесь, а что-то дешевле, то получается, то на то и выходит. В общем, про цены на продукты меня перед переездом сюда, в Сербию, меня не напугали абсолютно в Сербии. Вот. По поводу вещей, мне казалось, почему-то я такой вывод сделала, что здесь дороже. Может быть, мы просто проходили мимо каких-то витрин в центре. Я увидела там цену, например, на кроссовки, на какой-то костюм, на брюки. И подумала, что ой, как дорого. Не знаю. То есть я не узнавала заранее, сколько стоит одежда. И поэтому почему-то у меня такое впечатление. Может быть, я смотрела других блогеров, где говорили, что все дороже в Сербии. Не знаю, на чем сложилось мое отношение о том, что вещи здесь дороже, но я так думала. И перед отъездом в Сербию, когда мы уже собирались переезжать на постоянное место, мы уже продали свою квартиру, а, то мы готовились к переезду. И я решила, что надо по максимуму привезти какие-то вещи с запасом и мне, и сыну из России, потому что здесь будет дороже, хотя бы на первое время, чтобы мы не забивали себе голову, что у нас нет каких-то вещей, нет обуви, нет еще чего-то, какой-то верхней одежды, там, курток, брюк и так далее. И я прям целенаправленно перед отъездом покупала эти вещи все в России. В основном на Валберес, там что-то заказывала, мерила, что-то отказывалась. В общем, решила прям снабдиться вещами, чтобы приехать сюда и здесь носить. Мне было что носить, потому что была уверена, что здесь дорого. Вот. Вывод такой. Значит, не повторяйте моих ошибок, если кто-то планирует сюда переезжать. Все это не нужно сюда везти. Здесь вещи не дороже стоят, чем в России, качество лучше и цены даже где-то и дешевле. Но я делаю вывод, что, конечно же, не всегда, не круглогодично такие цены нужно покупать, когда они распродажи устраивают магазины. И это вовсе не означает, что эти вещи какого-то плохого качества, или там остался один размер, или они не пользовались спросом, их не брали весь год, и поэтому решили все сбагрить, то, что не покупалось целый год, например, да, и в период распродажи решили продать. Нет, это не так. То есть это практически все вещи, только они идут с уценкой. Вот, то есть вот лежат джинсы, мы сегодня смотрели, они вот, ну, пачечкой, вынимаешь пачку, начинаешь доставать одни, вторые, искать размер, вот сыну я смотрела. И вдруг среди них лежат джинсы, точно такие же, они ничем не отличаются, все, материал, все то же самое, та же самая модель, но на них наклеечка, распродажа. Вот они стоили 1300, хотя при этом стоили 2700. То есть нужно смотреть, нужно искать. Иногда это висят вещи, прям вот написано, что сейл, распродажа, и там по такой-то цене все вещи. Такое тоже прям открыто бывает. А иногда бывает, что просто вещи лежат среди нераспродажных цен. Те же самые вещи, только по другой цене. То есть нужно все смотреть. Вот так мы сегодня вот нашли джинсы очень недорого. В общем, что я хочу сказать. Покупала все эти вещи из России, сюда везла, платила за перевозку, естественно. То есть они мне обошлись в двойную стоимость. И сейчас я понимаю, что этого не нужно было делать. Одно дело, у меня были какие-то вещи, посуда, еще что-то. То есть я все равно везла много вещей сюда. Потому что я продала свое жилье, и мне, ну что, выбрасывать все это, да, что у меня было, что, чем я пользовалась. У меня были и новые какие-то сервизы, еще что-то, посуда новая. То есть мне все равно нужно было везти сюда вещи. Мне не было смысла выкинуть их, а потом покупать здесь новые. Но покупать специально для того, чтобы здесь не покупать потом, не имело никакого смысла. То есть одежду здесь можно купить даже иногда, если это распродажа, иногда дешевле, чем в России, чем даже в распродажных магазинах, где, как известно, качество не очень, вообще, мягко говоря, не очень.
Вот. А здесь это хорошего качества вещи, но они будут стоить по цене распродажного магазина в России. Я могу, конечно же, говорить только о своем опыте. Вот у нас в Подмосковье, а, где можно было купить вещи. Это были распродажки, коих в последнее время стало немало. Огромные большие магазины, где там огромная площадь. И это вещи все, ну, кто был в этих магазинах, меня понимает сейчас. Это самого низкого качества вещи, которые хрустящие, которые где-то порванные даже висят, якобы новые, где-то с какими-то дырочками. В общем, после первой стирки я купила однажды куртку в таком магазине, она была белая, я ее постирала просто потому, что она была новая, но я подумала, что она же белая, ее трогали руками, там, ну, нужно постирать, прежде чем надевать на себя. В общем, после стирки я ее выкинула, хотя я ее стирала на там 40 градусов, как шерсть, потому что у нее все, что было внутри, вот этот наполнитель, он просто превратился в какие-то кусочки. Просто кусочки, и весь осыпался вниз. И осталась только вот эта вот сверху плащевка. То есть вещь на выброс. Все случаи, я не помню, были еще какие-то вещи, которые я купила и тут же выкинула. То есть качество отвратительное, скажем так. И были магазины, которые более-менее что-то претендуют на хорошие магазины. Вещи там не сильно отличались от этой распродажки, но можно что-то было найти, но при этом цена там была в разы выше, чем в распродажке. В разы. То есть неоправданно завышены цены. На что рассчитывают такие магазины, я не знаю. Может быть, на прослойку людей, которая сильно обеспечена, не знаю. В общем, я в этих магазинах практически ничего не покупала. Получалось, что мой удел был распродажки, но качество, естественно, меня не устраивало, потому что ну, оно было отвратительным. И вещи сами по себе, конечно, там ничего современного не было, все такое. Я, честно, не знаю, откуда привозились все эти вещи и сейчас привозятся. Может быть, из Китая, может, какой-то Казахстан. Я не знаю, откуда все это везлось, но это очень-очень-очень низкий уровень вещей вообще по качеству. Это синтетика, тело не дышит. В общем, отвратительная вещь. Поэтому, если кто-то планирует перебираться в ближайшее время сюда, не покупайте ничего впрок, как это сделала я. Это абсолютно не нужно. Вы здесь купите хорошие, качественные вещи. Если вы попадете в этот период распродаж, то еще и значительно дешевле. Либо по такой же цене, как в России. Ничего, вот, как я показывала, куртку мы купили сыну, она стоила 3000, кофта-куртка такая. То есть она в России такого качества также и будет стоить. А джинсы без скидки были 2700, они, в общем-то, в России также и стоят. Вот. А по распродажам, конечно же, вы значительно дешевле все это купите. Это что касается вещей. Что касается обуви, пока не могу ничего подсказать, потому что я и обувь навезла. Купила с запасом ее и сыну, и себе. И у нас как бы есть теперь запасы обуви и зимней, и летней. И из обуви у нас не было пока необходимости что-либо смотреть. Поэтому ничего не могу подсказать по поводу обуви. Вещи однозначно не нужно сюда везти. Ни верхнюю одежду, ни какие-то более простые вещи, там футболки, джинсы и так далее. Все можно купить здесь и недорого. Существуют еще такие магазины, как секонд-хенды. Их в Сербии очень много. Я сразу скажу, я не пользуюсь секонд-хендами, ни разу не покупала там вещи. Но у меня знакомые заходили и сказали, что так как эти вещи в секонд-хендах, которые продаются в Сербии, они привезены из Германии, там попадаются очень даже неплохие вещи, очень дешево. Но если кто-то относится к этому нормально, спокойно, что это не новая вещь, то почему бы и нет? Я не то чтобы я там брезгую, нет, но ну просто как-то сложилось так, что я не покупала ни разу себе ни новую вещь. Поэтому, ну и зачем? И зачем начинать, когда я могу купить также недорого новые вещи вот, на распродаже? А так, в принципе, как вариант, даже дешево одеться можно и использовать секонд-хенд. В Сербии акции – это наше все. Я не знаю, кто как относится ко всему этому. Есть категория людей, которая считает даже как-то не очень, что ли, ну как это, не то чтобы приличным, ну не очень это хорошо, когда человек экономит. Я к этому отношусь очень даже хорошо. То есть я не считаю, что нужно
тратить деньги там, где ты можешь сэкономить. А зачем? Я не вижу в этом никакого привилегированности для человека. Если он может зайти и отдать, например, там, не знаю, там 7 тысяч за какую-то кофту, а я могу точно такой же кофты там через месяц купить по распродаже за 3 тысячи, да? Ну, к примеру, как пример. Вот. То есть для меня это, ну, как сказать, я не испытываю от этого какого-то неправильного чувства, что мне должно быть стыдно там или еще что-то. Да нет. Почему? Я считаю, что экономить, даже если у тебя много денег, и ты можешь сэкономить, то есть ты преувеличишь, приумножишь еще свои деньги, это наоборот правильно. Поэтому во мне нет такой вот спеси, что типа я покупаю только в дорогих магазинах, я покупаю только дорогие фирмы, я покупаю только за дорогие вещи. Нет, это не про меня. Не потому, что у меня я такая бедная и несчастная, а просто потому, что я считаю это, ну, глупостью, глупостью. Если ты можешь сэкономить, можно сэкономить, и это нормально. Возможно, это такое мое жизненное воспитание, потому что я уже рассказывала, что я вырастила сына сама. Муж когда-то бывший, конечно же, помогал, алименты платил, но когда он работал, когда не работал, не платил. Периоды были разные, и были очень тяжелые периоды, когда я оставалась без работы и алиментов, и мне нужно было чем-то кормить сына. Было очень тяжело. Все пережили этот момент, все наладилось. Но такие моменты были. Возможно, они меня, наверное, и закалили в этом плане. То есть я понимала, что мне не на кого рассчитывать, кроме как на себя. Поэтому я отношусь к таким вещам абсолютно нормально. Даже если меня приспичит, сильно прижмет пойти купить себе вещь какую-то в секонд-хенд, я надеюсь, что в моей жизни не будет таких моментов. Но если приспичит, то я пойду и куплю. Я к этому отношусь нормально, спокойно абсолютно. Вот. Потом я выплачивала, я уже рассказывала, одна ипотеку. 7 лет тоже было очень тяжело. Мало того, что у меня была ипотека, ежемесячный платеж у меня составлял 28 или 29 тысяч, сейчас точно уже не помню, в месяц. У меня был еще кредит, который я взяла для того, чтобы сделать ремонт, так как в России сдаются дома, известно когда, то есть это бетон, у нас не было даже перегородочной стены между комнатой и кухней, то есть там нужно было делать все. Вот здесь мы приобрели квартиру в новостройке, и здесь дома сдают так, что ты заезжаешь и живешь. Здесь делать больше ничего не нужно абсолютно. То есть ты только ее обставляешь, ну вот единственное, что могут без отопления. То есть разводка сама есть, но нет батарей, например, и котла. Вот в это еще нужно вложиться. Но, может быть, кто-то считает ненужным это и будет греть свою квартиру кондиционером. То есть им вообще это делать не нужно. Вот. Но, в принципе, она уже готова, все, здесь делать ничего не нужно. Ты все окрашено, все у тебя здесь сделано, даже висели у нас уже жалюзи, ролеты. То есть полностью квартира заезжаешь, живи. В России это было не так, и чтобы в ней начать жить, мне нужно было еще взять 1 000 000 рублей в кредит в банке. Там были уже проценты не такие, как в ипотеку, еще выше, значительно выше. Но мне нужно было, потому что у меня бы она просто стояла мертвым грузом. Мне нужно было в нее еще вложиться, сделать ремонт, бы там начать жить, или тогда ее продавать. То есть все равно ремонт там нужно было делать. Вот. А ипотека плюс еще и кредит в банке на ремонт, это было, ну, сейчас я прям не буду плакать, но это было очень тяжело. Ну, мягко сказать, это было очень тяжело. Вот. Наверное, тогда моя любовь к акциям проснулась во мне. Вот, потому что деваться было некуда. Нужно было как-то тянуть эту лямку. Вот, поэтому меня экономить не нужно учить. Я научилась этому по жизни. И абсолютно меня не напрягают какие-либо вещи в плане экономии, покупать по акции и так далее. А даже наоборот радует, потому что я адекватно воспринимаю ситуацию. То есть если я покупаю по акции, значит я экономлю свой бюджет. Все нормально. В плане покупки вещей в Подмосковье мне ситуация вообще не нравилась никогда. Когда я приезжала в Крым к себе, в свой родной город Керчь, там были несколько магазинов. Керчь, привет. Привет, магазины, которые находились на автостанции. Один магазин там на 2-м этаже, я помню, подниматься. Я сейчас не помню,
Керчь мода, как-то так, Крым мода он назывался. Крым мода, наверное, точно не помню. Но вещи там были очень хорошие. И я приезжала, первым делом я шла туда, я покупала там вещи и сыну, и себе. И каждый день, пока мы жили там, отдыхали, мы ходили туда, что-то, какие-то новые вещи там привозили. Это действительно тот вариант, когда цена-качество. И мне некоторые говорили, да как так, ты приезжаешь из Москвы в Крым, в Керчь, чтобы купить себе вещи и повезешь их в Москву? Там что, нет вещей? Поэтому я всегда отвечала, что я приезжаю не из Москвы, а из Подмосковья. Это две больших разницы. Москва– это Москва, а Подмосковье– это вообще Подмосковье, несмотря на то, что они находятся рядом. По уровню жизни это небо и земля просто. Поэтому, то есть у нас не было выбора в Подмосковье, у нас были такие очень средние вещи, завышенные цены, и либо совсем плохой выбор в распродажках, то есть отвратительное качество. Поэтому я покупала вещи в Крыму, в Керчи, вот в этом магазине, который на автовокзале находился. Еще был на рынке небольшой магазинчик, тоже мне нравился. И везла эти вещи в Подмосковье. Вот что я хотела сказать. Вот там была соблюдена та цена-качество, которая сейчас я вижу здесь. То есть качество тоже хорошее и цена невысокая. Ну, конечно, за счет распродаж. Та же цена-качество. Поэтому я очень довольна, что здесь ситуация с вещами вот такая вот. То есть можно их спокойно купить, не переживать, что ты останешься без чего-то. То есть я ехала сюда, я прям переживала, думала, ну вот у меня чего-то не будет, и я не смогу себе пойти купить, потому что это будет очень дорого. В общем, даже так не думайте. Доступные цены абсолютно, выбор очень большой, особенно в период распродаж. Купить можете все, что угодно. По карману цены, дешевле, чем в России. В общем, всем доброй ночи, пока.